Просто вот я хочу, чтобы вы понимали вообще, вот кто не в городах живет, где-нибудь там в области. Что такое город вообще? Это вот время 2 часа ночи, 29 декабря. И вот смотрите, какой движняк. А тут вот дом 2 на перекрестке. Ксении Собчак не хватает. И Бородины. И лобное место можно устроить прямо на светофоре. Ой, а он не работает, светофор что ли? Прям как моя камера. Пока ее включишь, уже не знаю. Уже до Кемерово и обратно съездишь. Что-то я хотел сказать и проглотил. А, это, ребят, да не, я понял, почему сегодня народу так много. Корпоративы всякие, новогодние. Завтра же все, выходной день у людей, так что все гуляют, отмечают праздник, так сказать, со своим рабочим коллективом где-нибудь в стрип-баре. Вот тоже неплохой праздник у кого-то. Блин. Поверните направо. Если без шуток, это не очень прикольно, блин. Вот еще ночью вот так вот влететь, это... О, это все. Это до утра будешь стоять, Дед Мороза ждать. Новосибирский зоопарк имени Шило. Да я сразу с фамилией прочитал. Да, погода такая, знаете, конечно, если такая на Новый год будет, и я буду не за рулем, тогда я буду просто... Это задолбали мне эти дороги. Уберите эти колодцы куда-нибудь, я не знаю, подальше. Почему вы тут раскидаете их постоянно везде? Вот. Там что, места мало, дырку сделать? Нет, тут надо вот обязательно здесь вот эту дырку сделать. Вот. Под правое колесо, под левое вот обязательно. Блин, всю романтику испортили. Эй, эй, иди отсюда! Че за черная фигня бежит? Брысь! Брысь! Только хотел сказать, у меня настроение сегодня хорошее. Иди сюда, обратно. Ты где? Ах ты... Блин, мне черная кошка дорогу перебежала, ё-моё. Походу контент будет вообще не веселым. Почему именно мне? Вот почему? Вот какое вот совпадение, да? Вот именно я должен вот сейчас страдать. Я не знаю, как это прокомментировать. Все, я разворачиваюсь и поехал обратно. Приеду на склад, выгружу продукты, спросят, а ты что, не поехал? Мне черная кошка дорогу перебежала, я не поеду. Еще один важный момент, это вот для тех, кто любит побегать. Пешеходы, которые любят за машиной обходить, вот именно. Вообще даже по правилам движения машины всегда обходят спереди, а не сзади. Вот даже автобус, когда вот останавливается, высаживаются пешеходы,
Желательно бы вообще его спереди обходить. Ну понятно, что он как бы поедет, там все дела, но зато он вас видит. Вот, но опять же, если обходить спереди, надо убедиться, что он вас не задает, потому что водитель высоко сидит. Впереди камера на 40. Не знаю, кто придумал вот это правило, там, обходить сзади. Но это опасно, потому что он может покатиться назад. Он также вперед может покатиться. Ну ладно, суть не в автобусе, суть в грузовом автомобиле. Вот когда машина, вот вы видите, вы идете, та машина начинает, ну вот я, допустим, начинаю двигаться на погрузку задним ходом. Вы ждете, когда я остановлюсь, чтобы пройти сзади, да? Под моим гидробортом. Очень умно. Да вы сразу под колесами пройдите там вот снизу. Там место есть. Не, ну вот если без приколов, ну серьезно, ну это мазохизм, это самоубийство, я не знаю. Полный мазохизм. Я понимаю, машина длинная, некомфортно ее обходить. Ну, ты сразу задумайся, что тебе важнее. Жизнь твоя жизнь, здоровье твое. Или твой вот этот дискомфорт не обойти машину. Просто я вот, допустим, встаю на выгрузку. Я не специально, ребят, хочу вам там создать стену, чтобы вы обходили. Ну вот у меня работа такая. И в магазин вот надо товар принять. Мы же как-то все люди, да, бывает такое. Поэтому лучше при возможности обходить машину спереди. Спереди. При этом, еще раз повторюсь, убедиться, что водитель не начинает движение, что его там нету, потому что он сидит высоко. И он тоже должен убедиться, что вас там нету у него под кабиной. Это понятное дело, как бы. Потому что если в этом не убедиться, случится страшное. Это не легковая машина, она просто человека давит насмерть, все. А гидроборт вообще калечит. Потому что мы же движемся, допустим, задним ходом в расчет, что гидроборт... Не, я понимаю, что он бывает как бы закрыт пока в это время. Но бывает, я говорю, есть вот люди до того, вот особенно дети, я не знаю, чему их учат иногда. Вот. Я бы даже борт вот опускаю, Они же умудряются и под бортом пробежать, и на борту пробежать. То есть людям вообще пофиг, где идти, я не знаю. Там, наверное, пламя бы горело, они бы перепрыгнули через него. А потом удивляются, почему вот кого-то задавили, кто-то там, я не знаю, там, ну, из-за глупости своей просто, вот, из-за лени, это лень называется. Человеку лень просто взять и там лишние там минуту-две потратить. Он лучше пойдет и это, на авось там, пускай меня лучше меня задавят, да, чем я 2 минуты потрачу. А знаете, что еще самое вот такое заподлянское? Это вот то, что даже в магазине вот надо быть на 9 часов, и то это будет темно. То есть, по сути, вот едешь в это темное время, хочется быстрее светлого времени, чтобы уверенным быть и как бы за дорогой. Ну и вообще... А так тебе надо типа к 9 часам успевать, а в 9 часов это все равно еще темно будет. И вот приходится по темноте ездить. Что-то я не могу понять, то ли это свой едет сзади. Пятерочка. Хотели остановить, потом передумали. Угадайте, почему? Потому что у меня пятерочка, доставка, скорее всего.
Я думал, сейчас все будет веселуха. Будут проверять меня. Один останавливает, другой езжай. Блин, повезло. Я тут до сих пор отхожу от эффекта остановки. Не, ну по сути у меня как бы все есть с собой, путевка, все, но сейчас бы пришлось бы это все показывать, все это. О. Короче, повезло, что у нас второй гаишник, второй нас сказал, езжай дальше, и все. Ё-моё. Поверните налево, а затем поверните направо, во двор. Понял. А может не надо? До конца маршрута 100 метров. Это типа вот у них зона тут разгрузочная, да? Ничего себе. Короче, сюда. Вы приехали. Мгм. Да, я приехали. Все, я приехали. Фу. Сейчас еще встать надо. Это еще одна задача. Что, придется перекрывать им зону. Придется им все перекрывать. Ладно, короче. Некогда мне тут заниматься добрыми делами. Подожди. Вот как туда сейчас станешь? Вот тут эти семерочки всякие стоят. Думай, думай. Не, надо как-то ровно сюда встать. Если вот так вот и попробовать. Прибыли. Еще маленько. Еще чуть-чуть. Ну все. Пойдем работать. Блин, камеру надо почистить. Ну, в общем, суть в чем. Была уже такая разгрузка, я уже вам показывал на электроуфле, самому все делаешь. Может помогут, может нет. Как бы. Все. До встречи, увидимся уже в следующем магазине. В общем, выгрузился я. Сейчас вот тут не знаю, как лучше поехать, конечно. Есть дорога, которой 1,5 часа можно проехать, а если меньше. Но там, где меньше, есть знаки. Вот. И не знаю как. Я надеюсь, здесь где-нибудь выйти-то я смогу. Ай, блин, ну мне в обратку надо ехать. Так, тогда... Вы ушли с маршрута. Да, я понял. Маршрут Допустим. перестроен.
Сейчас все Затем сделаю. поверните направо. Поверните прямо, потом поверните наверх. Все запомнил. И через 100 метров меня вырубайте, а то я тебе надоем. Это я тоже помню. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните налево. Че меня путаешь? Какой левый? Так, вот не надо вот эти пляски. Блин, понатыкают этих реклам в эти навигаторы. Зачем? Уже не знают, куда эти рекламы свои тыркать. Поверните налево, а затем поверните налево на улицу Нахимова. Фу, это от меня так воняет соляркой. Ну, я имею в виду, от моей машины так дизель прет, что я аж задыхаюсь им сам. Такие маленькие светофорчики высотой. Их можно человеку рукой достать. Ну ё-моё! Только не это. Ну как мне быть? Я горько извиняюсь за такой маневр, но иначе будет хуже. Ну, в городе за это можно штраф получить у нас в Новосибирске, потому что у нас камеры фиксируют перекресток, стоп-линию и все такое. Здесь, как видите, камер нету, и я по ситуации, в общем, просто надо было так. Я догадываюсь, почему меня хотели ГАИ остановить, скорее всего. Потому что я ехал по дороге, где, наверное, нельзя грузовым ехать. А потом он посмотрел, что у меня продукты, и пропустил. Просто по правилам, да, есть дороги закрыты, но если там находится разгрузочная зона, то тебя пропускают. Это даже в правилах указано. Есть даже вот правила такие, допустим, вот указан знак, там запрещено грузовым автомобилем. И кому только можно, типа. И если там, типа, есть разгрузочная зона, то можно туда проехать. Ни разу не был в Кемерово, первый раз вот сейчас нахожусь. Вообще не знаю, что это за город такой. В области катаюсь, а в Томске был. Это Сибирь. Катаюсь по Кемерово. 4 минуты остается до магазина. Так, камера опять села. Зарядки не хватает постоянно.
смотрю, нас погодка все удивляет дальше, да? Так, где-то пятерочка слева здесь. Поверните налево, во двор. Понял. Что нифига не понял, где тут зона-то? Зона разгрузки, где? Вы приехали. Мы приехали и уехали. А, ну вон где газель стоит, наверное, да? Ох. Все понял. Как тут быть? Наверное, как-то так. Вот туда надо будет заехать. Ну там газель сейчас. Будем сегодня или не будем? Или домой поедем? Камеру закидала, вообще не видно ничего. Канал РТ Сибирь, добро пожаловать. Второй магазин из 3. О, как. Ага, в этот сугроб лезет, да? Так, стоп. Опа. Пойдет, не пойдет. Пойдет. Как скипетр. Вот так вот, да? Все, оки-доки. Оп. Ну да. А это как открывается? Не открывается. А оно разве войдет здесь? Войдет. Просто у нас бывает там палеты нестабильные. Что, я срываю пломбу, да? Закрывайся. Закрывайся. Мое. Тоже приключение, да? Надо что-нибудь подвязать.
А есть веревки какие-нибудь? А? А небольшие, маленькие какие-нибудь. Вот зафиксировать дверь. Вот такую. Такую. Отрезать. Так, поцарапаем. Просто зафиксировать. Оп, аккуратнее. Смотрю, здесь свои прелести, да? Ладно, мне одного хватит. Раз, два, три. Может, 4, не знаю. Поехали. Я так понимаю, забирать буду позже. Сколько у вас там палетов? Так, стоп, она уже была включена. А что, она не работает? А, вот. Ладно, еще. Проще вот так вот ее выкатить самому, но... Болтайка такая. А вот эта веревочка, она прям нужна, ее убрать можно, нет? А, вот она открепилась. А то она будет болтаться. Значит, сюда потом. Так, а палеты куда ставить? Все хорошо сделаем. Хорошо. Нифига себе. Завес. Так. Еще надо подумать. Этот.
Что, сюда столько? 468. 86. Сколько посылок-то? 086. Да, это все сюда. 468. Что за 400? Ты мне тут нагрузил, блин, а? 400. Ну это вообще другие какие. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, 468, 468. Грузчики эти, блин. Поначудят. Потом разгребайся тут, короче. 86, так, оно. Вот это, что за 468? Что это такое? Сейчас разберемся. Ну вот, получается, раз, два, три, наверное, вот это. А это уже не ваши пошли. Вот эти, это 468 пошли. Да, заберу. Все, я посмотрел. Если 3, то это вот эти 3. Все, ехать? Они будут вываливаться, да. Ну-ка, иди сюда. Так, надо пульт подать, пожалуйста. Опа. О, надо же туда его завозить. Аккуратнее. Так, ноги. Вам здесь его оставить? Давайте. Оп, аккуратнее. Здесь оставить? Смотрите, как бы я могу куда хотите, туда поставлю. А, ну, все понятно. Давай. Здорово. Понял, юмора. Все. Смотрит так подозрительно, как будто спалили. Но я их лица замажу все равно.